Друзья, HDR, эту аббревиатуру мы с вами встречаем везде. Есть она и в настройках телевизора, присутствует она и в характеристиках мониторов, как ПК, так и ноутбуков. Производители смартфонов часто используют слово HDR, когда в рекламе говорят о характеристиках своего нового телефона, рекламируя камеру и что она может и умеет. В классической фотографии этот термин также используется. И практически невозможно получить красивый и проработанный во всех деталях пейзаж, не используя свойства HDR. Как снять фотографию в HDR, как ее получить, обработать, какие нюансы при этом учесть, вот об этом мы поговорим в сегодняшнем видеоролике. Если ты хочешь без особых усилий освоить метод HDR и узнать о нем немного детальнее и подробнее, оставайся на связи, а с тобой интерактивная фотошкола Art Photo Life, меня зовут Серджио и поехали! Если ты хочешь стать обладателем пресетов уровня Pro и вместе с этим поддержать развитие канала Art Photo Life, ты можешь приобрести эксклюзивные наборы авторских пресетов со скидкой аж 65%. С примерами обработки пресетами можно ознакомиться в моем Instagram. Нужны подробности? Напиши мне в чат Instagram, и я отвечу на все твои вопросы. Все ссылки в описании. Выведи ретушь своих снимков на новый продвинутый уровень. Итак, друзья, если мы откроем с вами Википедию, то мы увидим, что HDR, а точнее High Dynamic Range Imaging, HDRI или просто HDR, технологии работы с изображением и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. Цифровые и нанотехнологии идут вперед и предлагают нам различные решения, качественные решения получения красивого HDR изображения. Но физику, к сожалению, не обманешь, друзья, и вот вам наглядный пример. Итак, мы видим с вами изображение, которое снято на камеру Canon EOS RP. Снимок этот сделан во время восхода на iPetri, и мы с вами перед камерой наблюдаем большой громоздкий объект, который засвечен у нас сзади, и фактически это съемка в контровом свете. И наша камера может настроить экспозицию, то есть яркость, либо на светлые участки, как в данном случае, и мы с вами видим хорошо проработанное небо. Либо, как на следующем снимке, у нас проработанная наоборот скала, темный участок снимка и пересвеченное небо. И по большому нам нужно получить что-то среднее. На нашем изображении должно быть проработано хорошо и небо, и соответственно темные участки. И как два этих различных изображения свести в один общий снимок и получить нечто вот такое вот подобное, мы поговорим с вами немного позже. А сейчас давайте мы заострим внимание на том, как все-таки необходимо осуществить съемку. Итак, друзья, первое условие для получения снимков, которые мы будем потом сводить в HDR, это, конечно же, штатив. Вам необходимо, чтобы ваша камера стояла точно, четко на одном месте. Чтобы два кадра, на одном из них, на котором будет проработано небо, а на другом земля, были сняты с аптечной точностью с одного места. Далее, друзья, вы настраиваете параметры. Я, например, этот снимок делал с приоритетом диафрагмы. Диафрагма у меня стояла 16, для того, чтобы получить резкость по всему фокусному расстоянию. ISO я использовал 200 и выдержку 1/125 секунды, снимая при этом на фокусном расстоянии 17 мм на объектив 17-40 мм. Далее, друзья, мы точку фокусировки наводим на небо, и после чего воспользуемся волшебной кнопкой. На камерах Canon это звездочка, и она помогает запомнить значение экспозиции. На камерах Nikon тоже есть такая волшебная кнопка, обозначается она буквами AEL и AFL. AEL это, соответственно, фиксирование экспозиции. Если мы говорим о камерах Sony и Fuji, там тоже есть такая функция, и, насколько я знаю, она настраивается на кнопку спуска затвора. И можно настроить кнопку затвора таким образом, что при нажатии ее до половины ваша камера зафиксирует и запомнит экспозицию. После чего, друзья, на камерах Canon у вас есть буквально 4 секунды для того, чтобы настроить правильно резкость, например, используя гиперфокальное расстояние. В моем случае я не использую конкретную формулу, а использую всегда, скажем так, на глаз, некую условную точку гиперфокального расстояния. И при таких настройках, когда диафрагма стоит на 16 и я использую 17 мм, мне резкость навести где-то нужно на 2, примерно 3 метра от объектива
И тогда у меня на всем диапазоне фокусных расстояний будет резкое, четкое изображение. Так вот, когда я нажимаю звездочку, на моем экране загорается эта самая звездочка. Ждет она ровно 4-5 секунд для того, чтобы я успел настроить резкость, то есть сфокусироваться и сделать снимок. И именно таким образом я делаю первый снимок, на котором хорошо проработано небо. Итак, мы переходим к следующему снимку. Но здесь, друзья, все гораздо проще. Я могу настроить опять резкость там, на 3 метра от объектива, либо на основной объект съемки. Как в данном случае можно, например, навести фокус на скалу. В этом случае запоминать уже ничего не нужно. Просто спускаем затвор. Затвор я спускаю при 2-секундной задержке. При таких настройках не обязательно с собой таскать пульты и вот эту всю канитель. Не слушайте других фотографов, которые говорят, что вам нужно обязательно пульт. Да, если вы снимаете звездное небо, конечно, он вам понадобится. Но в случае пейзажной фотографии достаточно использовать 2-секундную задержку. И поверьте мне, что таким образом вы сделаете гораздо больше снимков, чем будете бегать с этим пультом. Итак, друзья, мы сделали с вами всего лишь 2 фотографии. Да, использовать такую методику можно и более глубоко, более сложно. Для этого существует брекетинг или брикетинг. Не знаю, где правильно ставить ударение, поправьте меня, если я ошибся в первом либо во втором случае. Брикетинг на разных камерах можно настраивать по-разному. Он делает от 3 до 5, там, даже до 7 снимков. С разными степенями настройки экспозиции вы получаете такую достаточно широкую гамму светотеневого рисунка, после чего вы можете все это сложить, конечно, в HDR при обработке. Мы сейчас говорим с вами о самом простом и элементарном способе, когда вы делаете всего 2 снимка. Итак, снимки мы получили, загружаем их в фоторедактор, и что же мы делаем с вами дальше? Итак, друзья, снимки мы сделали, выгружаем их в фоторедактор, в данном случае это Lightroom Classic. Вы можете работать в Camera Raw, они абсолютно идентичны, и то, что я сейчас делаю в Lightroom, вы то же самое можете повторять и в Camera Raw. И я хочу обратить внимание теперь на гистограмму. Если мы посмотрим снимок, то у нас гистограмма, как вы видите, завалена влево. Видите, вот здесь приподнялись темные участки. Ну, и это видно, соответственно, по изображению. И если мы с вами смотрим правый снимок, то мы видим, что у нас гистограмма ушла вправо. И здесь как раз завалены, вышли за область гистограммы светлые участки. Ну, теперь, друзья, непосредственно приступим к сведению HDR. Выделяем самый первый снимок, левый, у меня он темный. Дальше я зажимаю кнопочку Ctrl, выделяю правый снимок. У нас их всего 2, у вас их может быть 7. Теперь нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем здесь функцию объединения фотографий. 3 методики: HDR, панорама и панорама HDR. Нам нужно, конечно же, HDR. Итак, выбираем HDR, либо кликаем сочетание горячих клавиш Ctrl-H. У вас, скорее всего, здесь будет нажата галочка «Автоматические настройки». Советую вам снять. Это ваша программа, вам выставит ползунки, как она считает нужным. Мы не будем ей доверять, мы это сделаем сами. Далее, друзья, вы можете использовать значение устроения двоения. Это актуально, если, например, во время ветра будет колыхаться какая-то ветка в пейзаже или что-то еще, то вы можете просто перебрать значение низкое, среднее, высокое и выбрать такой вариант, который устранит наложение 2 объектов, которые были как раз вот за счет колебания в разных участках вашего изображения. А для того, чтобы проверить, как отрабатывает эта функция, вам необходимо нажать на галочку «Показать наложение устроения двоения». И как раз красными зонами вам будут выделены именно те области, в которых происходило задвоение и с которыми боролась программа Lightroom либо Camera Raw. У меня стоит низкая, вы на своих фотографиях поэкспериментируйте. В некоторых случаях, когда изображение идеально четкое, можно, конечно же, эту функцию вообще не использовать, а использовать кнопочку «Нет». Итак, нажимаем «Объединить». Фотография у нас объединилась в HDR. И у нас появился 3-й снимок, который у нас в формате DNG. Это формат RAW. И теперь, друзья, смотрим на само изображение и смотрим на гистограмму. Как вы видите, гистограмма поправилась. Теперь у нас на ней нет ни заваленных темных участков, ни заваленных светлых участков. То есть вся детализация проработана. И это говорит о том, что
нам будет проще вытягивать детализацию и светлых участков, и темных участков. Итак, наша фотография HDR готова, теперь необходимо ее только обработать. Подробно мы с вами на этом останавливаться не будем, вы можете посмотреть вот это видео, где я более подробно и очень долго рассказываю все нюансы обработки пейзажной фотографии. Я применил такой лайтовый пресетик пейзажный, и вот теперь смотрим и на гистограмму, и на изображение. Итак, друзья, перед нами изображение, на котором хорошо, технически правильно и детально проработаны абсолютно все области. Как светлые, так и темные. И с таким изображением дальше работать одно удовольствие. Вы из него вытянуть можете все, что угодно, абсолютно. Вот такой достаточно простой метод HDR, который состоит у нас из сведения двух снимков, снятых с разной экспозицией. И в следующий раз мы с вами обязательно поговорим о брикетинге, и я вам расскажу, как в более трудных условиях, где меньше освещенности, сделать изображение, которое будет состоять там из 3-5 кадров. Надеюсь, друзья, видео было полезным, и если оно тебе понравилось, не забудь поставить лайк и напиши в комментариях, как у тебя получается поэкспериментировать со съемкой и со сведением твоих изображений при использовании этого метода HDR. А на сегодня это все, друзья, с вами был Серджио, желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч!